Когда я нашла Джека, я не планировала оставлять его себе. На самом деле я подумала, что он мертв. Однажды на пути домой с работы я увидела белое пушистое тело, лежащее на тротуаре. Я припарковала машину и подошла. Это был котенок с отпечатком шины на боку. Мне стало грустно. Всегда печально, когда животное умирает. И еще грустнее думать о владельце, который, должно быть, ищет его. Я не могла оставить его там. Обмотав его своим старым свитером, я положила его в багажник и поехала в местный приют. Подумала, что они лучше знают, что делать. Приехав, я открыла багажник, чтобы взять тело. Но увидела пару оранжевых глаз, глядящих на меня. Котенок выбрался из свитера и сидел на нем, удивленно разглядывая меня. Кажется, следы на его шерсти были поверхностными. Я была шокирована и рада одновременно. Я решила его оставить себе, если никто не будет его искать. Назвала его Джеком. Я развесила объявление в районе и распространила его фотографии в соцсетях, но мне никто так и не позвонил. Вместо этого мне пришло только странное сообщение, что этого кота нужно застрелить. Я удалила этого пользователя. Джек остался у меня, но что-то с ним было не так. Он не играл и не мурлыкал, как обычные котята. Он избегал солнечного света, проводя большую часть времени в тени. Мое беспокойство только росло, но я старалась оставаться спокойной. Однажды, вернувшись домой с работы, я обнаружила, что Джек пропал. В его миске лежало немного корма, но его нигде не было в доме. Я начала его звать, обшаривая каждую комнату, но ответа не было. Неожиданно я услышала странный шум в подвале. Меня охватило чувство тревоги, но я решила спуститься и проверить, может быть, ему нужна моя помощь. Я открыла дверь подвала и направилась вниз по лестнице. Чем глубже я спускалась, тем темнее становилось. Наконец я спустилась и включила свет. Но то, что я увидела, заставило меня остолбенеть. В центре комнаты стоял Джек, и он выглядел уже как взрослый кот. Он поднял голову, а его рот начал медленно раскрываться. Из его рта не исходило ни звука, но в своей голове я услышала жуткий шепот. «Ты моя слуга. Голос звучал искаженно, как будто издалека. Ты принадлежишь мне». Мое сердце забилось быстрее, а кожа покрылась мурашками. Я не могла поверить тому, что видела и слышала. Джек, мой спасенный маленький котенок, оказался чем-то совершенно иным, чем я думала. Он был зомби, живущим в моем доме, управляющим мной. С каждым днем Джек все больше контролировал мои действия. Я больше не могла противостоять ему. Он управлял моим разумом, заставляя меня делать то, что я не хотела, делать страшные вещи. Мои мысли уже не были моими, а мои действия были его волей. Я была пленником в собственном теле. Теперь я пытаюсь предупредить вас. Не допустите, чтобы ваши питомцы стали инструментами тьмы и управляли вами, как это случилось со мной.